Всем привет! Очень часто в комментариях меня спрашивают, что за часы у меня на руке. Отвечу сразу, это часы, довольно-таки уже старая модель, им больше 2 лет. Это Garmin Instinct, самая первая версия, я их купил на выходе еще у данной модельки. Сейчас уже вышла версия 2, версия Solar, версия Tactical для серфинга. То есть сейчас уже есть более новые модели с более навороченным функционалом. С солнечными батареями, с пульсоксиметрами. В данных часах, когда я их покупал, подкупило несколько вещей. Первое – это наличие полноценного GPS GLONASS. То есть данные часы полноценно работают со спутниками. Также это очень легкий и прочный корпус. То есть это неубиваемые действительно часы. За несколько лет я не смог их уничтожить, хотя постоянно за что-то цепляюсь, бьюсь, на них что-то падает, либо там даже масло попадает. Данные часы сертифицированы по военному стандарту, поэтому они довольно-таки прочные, и сломать их сложно. А для меня это важно, потому что несколько недешевых часов я уже в своей жизни сломал, разбил, и не хотелось бы просто лишаться дорогой вещи из-за того, что я где-то случайно зацепился рукой, либо на них что-то упало, либо я на них что-то пролил, как неподходящую какую-то жидкость, типа там масла, тормозной жидкости, либо что-то чего-то еще, потому что часы я ношу каждый день и на EDC, и на природу, у меня видно, думаю, по загару руки можно понять, что часы я эти ношу постоянно. Видно, да, от них остался незагорелый след. За несколько лет носки я не смог их уничтожить. Единственное, что я несколько раз уже менял ремешок, потому что оригинальный у меня прожил дольше всех, где-то, наверное, года полтора. Потом начали рваться резиночки, но я действительно их использовал очень жестко. То есть я постоянно за что-то цеплялся, постоянно они за что-то задевали, отрывались. Оригинальные стоят довольно-таки дорого, я начал просто на Алиэкспрессе заказывать разный цвет, под настроение их можно довольно-таки быстро менять. Главная фишка данных часов, как я уже сказал, это наличие полноценного GPS, наличие датчика пульса, датчика шагов, альтиметр, барометр, нежирущий, скажем так, энергоэффективный дисплей, монохромный, не цветной. Я специально искал монохромный. Во-первых, его хорошо видно на солнце, во-вторых, он жрет меньше батарейки. То есть часов хватает действительно надолго. У меня включена функции, смарт-функции, все это на отправку уведомлений с телефона. Плюс, там можно сообщения читать, звонки видно, когда входящий звонок идет. Плюс постоянно включен датчик сердцебиения. Я их никогда не выключаю. То есть мне хватает где-то недели на 2-3. А если использовать GPS, у них есть функция Ultra Track, это когда он использует энергоэффективный какой-то режим, то есть пишет точки трека не так часто и с не очень высокой точностью. То есть можно включить очень точно, просто GPS-трекинг, и он хватит, по-моему, часов на 12 его, если я не ошибаюсь. А можно включить ультратрек, он будет не таким точным, когда вы идете по какому-то треку, вам, пеший какой-то маршрут, вам не особо плюс-минус 5 метров особо погода не сделает, поэтому можно включить ультратрек, он будет писать координаты немножко реже, не так точно, но при этом возрастает автономность до 50 часов, на 2-3 дня без проблем хватает функции исследования с этим ультратреком. Очень мне понравилась реализация трекбэк, то есть вы заходите в лес, нажимаете установить связь со спутниками, он фиксирует точку и нажимаете следовать за мной. То есть он пишет весь ваш трек, как вы за грибами пошли, к примеру, либо просто какую-то новую локацию исследовать. Вы ходите, гуляете, не обращайте на что внимания, у вас с собой нет ни компаса, ни карты, а когда вам нужно выходить из леса, вы просто нажимаете трекбэк, и он вас либо по вашему треку возвращает, то есть след в след будет вести, либо можно нажать следовать, просто указать направление до начальной точки. И он просто вам покажет направление, и можете просто прям по прямой щемиться к этой точке. То есть есть разные варианты. Также удобно отмечать какие-то места. То есть я, например, когда гуляю где-то, вижу, прикольная поляна. Чтобы не доставать каждый раз телефон, не заходить в навигатор, не вбивать, не отмечать, просто быстро клавишу, то есть долго зажимаете, он быстро фиксирует точку. То есть я фиксирую точку, нажимаю какую-нибудь, ставлю обозначение, палаточка, кемпинг, разные можете пиктограммы выбрать. И просто потом дома, когда есть время, уже расставляю себе на карте интересные точки, которые я нашел. То есть подошли, зажали, подержали, буквально секунд 10 он нашел спутники, точка сохранилась, все, у вас точка эта есть уже в памяти часов. Часы синхронизируются с телефоном, есть программа Garmin специальная, и на iOS, и на Android она существует. Там все эти точки видно, можете их по-разному переименовывать, обзывать. Поэтому тоже очень быстрая фиксация точек. Плюс на этих часах мне по работе это необходимо очень точное время, потому что здесь идет синхронизация времени по спутникам. Я знаю, что у Casio ProTrack есть функция определения, синхронизация времени по вышкам, но, к сожалению, в нашем регионе, в центральной я сейчас говорю, в данный момент я в Карелии нахожусь, но вообще в центральном регионе
работает она так себе. То есть вышки стоят где-то в Европе, либо в Азии, и в центральной России, ну, функция это, в общем-то сказать, не работает. Поэтому мне очень важно по работе точно знать точное время, чуть ли не до секунды, поэтому мне эта функция очень нужна. Также здесь есть разные будильники, которые можно настраивать и на часах, и с телефона. Также таймеры, которые можно настраивать и с часов, и с телефона. Ну и, как я уже сказал, полноценная функция GPS-трекинга, но без карт. Скажу сразу, это недорогая, вот как Fenix, у них есть серия Fenix, где есть полноценная навигация с картами, да, вы загружаете целиком карты, и у вас такой мини-навигатор на руке. Это не про это. Данные часы я выбирал только потому, что у них очень хорошая автономность, как я уже сказал. Они очень легкие, действительно мало весят. То есть я на руке их практически не замечаю. То есть те же самые G-Shock у меня намного больше весят, и они, ну, ощущаются громоздкими. Плюс у них, ну, очень узкий профиль, они довольно-таки компактные. То есть на руке они не мешают, ни за что не задевают. Потому что у меня самая большая проблема с часами. Я их все время разбиваю обо что-то, случайно задев рукой. Предпоследние часы я случайно разбил в гараже, то есть ударил случайно по швеллеру, то есть что-то делал там в яме, и об швеллер у меня ударились часы и раскололся дисплей. Они были в металлическом корпусе, вот. Потом G-Shock, ну, G-Shock, они очень громоздкие, то есть я пытался найти максимально компактные, которые меня бы устраивали, но все равно они довольно-таки толстые. А эти часы тоньше и легче. Я не думаю, что кому-то нужно объяснять, что такое Garmin, у них куча навигаторов, это их как бы профиль, поэтому в этих часах трекинг сделан хорошо, меня он абсолютно всем устраивает, за исключением того, что здесь нету карт. То есть вы можете загрузить, как я уже говорил, треки с телефона, треки с компьютера нарисовать и загрузить сюда трек, и по нему уже следовать. Либо, если вы идете куда-то незнакомый маршрут, записали трек, и потом сохранили его на телефоне, посмотрели на карте, либо на компьютере. И я вам поближе покажу данные часы, покажу, как они работают, как организован циферблат, как организовано управление. У них уже вышла новая версия, но они очень похожи, поэтому даже если вы возьмете новую, я думаю, проблем разобраться не будет. Поэтому не переключайтесь, погнали. Сейчас я покажу вам часы поближе. Говорю сразу, я не буду конкретно на каждой функции останавливаться, потому что это получится обзор часа на полтора. Здесь очень много функций, это смарт-часы продвинутые, которые могут без проблем обходиться без смартфона и работать самостоятельно с GPS и с треками, которые у вас на них загружены, либо писать свои, но, повторюсь, без карт. Давайте по самому внешнему виду часов. Как я говорил, они сделаны из армированного высокопрочного пластика, они очень легкие. С данным ремешком они весят 55 грамм. Ремешок здесь уже не стандартный, потому что стандартный за несколько лет у меня начал, ну, вот эти штучки порвались. То есть сам ремешок нормально, застежка нормально, начали рваться вот эти вот резиночки, которые держат ответную часть ремешка. Ремешок меняется очень просто. Сейчас не знаю, получится. Там он такой шпинек торчит, его просто зажимаете чем-нибудь, там, не знаю, какой-нибудь отверточкой, и он быстро отщелкивается. То есть достаточно легко поменять ремешок. С обратной стороны часов у нас фирменный гарминовский порт зарядки. Скажу сразу, оригинальный кабель, если потеряете, очень дорогие. То есть лучше не терять, либо заказывать потом какие-то, ну, аналоги, замену, потому что оригинальный кабель там стоит что-то 3-4 тысячи рублей, но я считаю, это какой-то вообще бред. За короткий кабель такие деньги просить. То есть вот такой вот порт зарядки, к нему продают всякие заглушки, но я их не использую. Здесь датчик пульса, в новых версиях появился еще пульс-оксиметр, насколько я помню. А здесь датчик барометр-альтиметр, вот здесь давление меряется. Сам экран утоплен, то есть есть небольшой так безель пластиковый, он не крутится, на нем просто подписано название кнопок. Сам экран немножко утоплен. Вот за там 3 года использования я их, никакие защитные стекла не клеил, они у меня не поцарапались, хотя я их использую довольно-таки жестко. То есть я никогда их не берег, по ним все время какие-то камни попадают, об какие-то двери, косяки я задеваю, поэтому не знаю, у меня с ними ничего нет. То есть в гараже я с ними нахожусь, и на соревнования я с ними езжу, там постоянно какой-то песок, грязь на них, промыл под водой, и с ними все нормально, как бы я не парюсь по этому поводу. Клавиши имеют такую насечку, ну, довольно-таки приятные, ничего не болтается, ничего не люфтит. В отличие от тех же самых Casio, вот, где у них начинает со временем резинки отходить, да, вот корпуса, сам резиновый корпус у Casio начинает отходить. Здесь все монолитно, вот за много-много времени с ними ничего не случилось. Также вот эта кнопка, например, вот, отвечает за GPS, как я говорил, можно быстро поймать спутники и вбить, например, вот сейчас точку лагеря, да, мне нужно будет сохранить. Сейчас он найдет спутники. Вот, сохранил координаты. И можете сразу вбить название, например,
поменять. Можете поставить значок, ну, например, объекты, маркеры какие-то вне помещения. Ну, например, кемпинг, да, место лагеря я обозначу так. Координаты, высота, все можно сохранить. Все, она у вас сохранилась. Также здесь можно войти уже непосредственно в ваши предустановки занятий, либо уже предустановленные какие-то занятия, либо создать свои. Вслед за мной это он пишет вам трек, по которому вы идете, по нему вы можете его просто сохранить, вы можете потом по нему вернуться обратно. Очень удобно, когда идешь в незнакомый лес. Также здесь есть очень удобная функция расчет площади. Это то есть вы ходите по периметру участка, а потом нажимаете посчитать площадь, он автоматически по GPS-координатам вычисляет площадь этого участка. Иногда бывает полезно. Также сюда можете добавить любые занятия, можете их редактировать, можете их как-то дополнять, менять. К каждому занятию отдельно можно настраивать экран, которые будут отображаться. То есть совершенно разные можно параметры. Повторюсь, не буду я углубляться в это, потому что здесь настроек просто 100-500 тысяч, потому что это затянется на несколько часов. Смотрите, главный экран у нас есть настроечки, да, то есть мы можем зайти в настройки, тут их тоже очень много, я все показывать не буду. Вы можете выбрать себе один из предустановленных видов циферблата, и в этот циферблат вы можете кастомизировать. Например, вот захотели вот этот, можете его настроить. И вот, вот отдельно вот этот экранчик можете настроить, да, там сердцебиение, например, шаги, высоту, направление, сообщение, то есть можете что угодно, например, ну, здесь пусть калории, к примеру, да, будут. Следующий экранчик, вот этот, видите, меняется. Следующий экранчик, нижний меняется. Следующий, нижний. Вот, то есть настроили такой. Вот, то есть здесь можете под себя сюда вывести шаги, например. Еще раз покажу, вот, например, на моем любимом варианте циферблата. К сожалению, сюда нельзя устанавливать, как на более продвинутых гарминах, нельзя устанавливать скины. То есть здесь только можно настраивать предустановленные. Ну, в общем-то, мне это не особо волнует, потому что мне этого вполне достаточно. Здесь все необходимые параметры у меня остаются. Архив, здесь будут храниться ваши занятия, рекорды, результаты и так далее, если такие будут. И далее настройки самих часов. То есть можно настраивать, например, навигацию, тип навигации, оповещения, экраны данных. Тоже здесь большое количество настроек. Можно абсолютно любой экран с данными кастомизировать под себя, поэтому на этом останавливаться не буду. Также система настраивается, время подсветки, звуки, не беспокоить. Горячие клавиши можно какие-то забить, любые. Автоматическая блокировка, измерение, формат. Ну, то есть формат скорости, там можете узлы, например, поставить, либо формат времени поставить военное, но по-другому отображается. Начало недели, формат координат тоже можете обычный поставить. Ну, давайте покажу, какие есть. Ну, то есть можно разные форматы, которые вам удобно, да, к которым вы привыкли. Тут очень много настроек, поэтому зацикливаться на них я не буду. Вот. У меня, например, забито здесь всякие новости, температура, восход-заход, пульс, калории, там отдых, температура, погода. То есть в нее можно зайти и посмотреть уже либо на время, там с интервалом в час на сегодня, к примеру, да, либо на ближайшие несколько дней. То есть температура днем и ночью. Она синхронизируется через интернет. Поэтому, если у вас нет интернета, температуру вы не можете видеть. Однако здесь есть альтиметр и барометр, и при резком ухудшении погоды, либо наоборот, когда она будет налаживаться, можно настроить оповещение, то есть по давлению. Они могут показать, например, приближение шторма, если резко давление падает. Получается так, что я по ходу перемещения рассказываю вам про функции часов. Следующее. Зажимаем, попадаем в меню таймеров. То есть можно быстро установить таймер, который вам нужен. Секундомеры. Можно установить время по GPS, проверить сразу же. Также можно включить оповещение до заката, до восхода и буря. Буря — это с помощью барометра измеряется давление. Если резкий перепад идет, то он вас оповестит. Там можно выставить, при каком перепаде давления он будет верещать.
бывает полезно в миллиметрах ртутного столба. И за какое время и какой перепад, чтобы вам было понятно. Также есть меню основной от часов, то есть можно их выключить, режим не беспокоить, они не будут вибрировать и издавать никаких звуков. Блокировка кнопок, если вы чем-то активно занимаетесь, чтобы случайно кнопки не нажимались, можно включить автоблокировку. Альтернативные часовые пояса, ну тоже понятно, да, если вам нужно знать время где-то, например, в другом полушарии, к примеру. Управление музыкой, то есть не доставая телефон, можно с часов переключать треки и громкость регулировать. Вот это отличная функция, где мой телефон. Часто бывает дома, куда телефон положишь, а часы всегда на руке, а телефон куда-то убрал и забыл куда там, не знаю, под одеялом. Телефон часто теряется. Такое бывает, либо там в кармане в других штанах забыл. Поэтому вот эта функция очень классная. Нажимаете ее, и телефон начинает на максимальной громкости орать. Понятное дело, что данная функция работает только на расстоянии работы Bluetooth. Ну, то есть в одном помещении, по крайней мере, телефон вы отыскать сможете в квартире своей. Дальше таймеры, как я уже показывал, разные можно вынести. Это меню тоже полностью кастомизируется, можно его настроить под себя. Сохранить местоположение. У меня эта функция забита на быструю кнопку GPS удержания. Заход Луны. Ну, тоже бывает полезно знать, какая Луна. Особенно, там, не знаю, рыбакам, либо кто рядом с морем живет, прилив-отлива смотреть, тоже очень полезно. Кстати, есть версия часов специально для серферов, там это вынесено в отдельную функцию прилива-отлива. А температура, то есть этими часами можно мерить температуру окружающей среды, но обязательно снять их с руки, куда-то положить на пару минут, чтобы они успели остыть от вашей руки. И тогда они покажут вам температуру. То есть я вот только снял с руки, сейчас на улице где-то градусов 28, ну, то я их в руке держу, они показывают 31. Нужно снять, положить, они покажут правильно. Эти экраны тоже все настраиваются. Вот настройки, виджеты можете настроить, температура, например, изменить порядок, можете убрать и можете что-то добавить. Вот это меню, которое на эту кнопку у меня забито. Можете полностью поменять меню, можете полностью сделать свое какое-то, менять расположение разных функций. Ну, как-то так. Кстати, по поводу приложений, как я уже говорил, ну, я вставлю скрины, как это выглядит. То есть приложение можно... С мобильного приложения есть под Android, есть под iOS, называется Garmin Connect, и есть приложение, которое позволяет рисовать треки по карте. То есть вы скачиваете приложение, можете там и просматривать треки с этих часов, а также можете в приложении ставить точки путевые какие-то и уже их загружать на эти часы, там создавать свои коллекции, делать какие-то каталоги, выгружать из часов, загружать на часы. То есть вы можете дома, либо уже находясь в какой-то поездке, по карте расставить треки, если вы где-то хотите прогуляться, контрольные точки, и часы вас по ним будут водить. Либо проверить свой трек за день, к примеру, там какой-то поездки. Также сюда можно подключить датчики. Я об этом не говорил. То есть вот встроенные датчики, это барометр, альтиметр и компас. Также сюда можно добавить датчики сердцебиения, которые у Garmin есть на грудь. То есть всевозможные датчики Garmin сюда добавляются. Там велосипедные, какие-то фитнес-датчики, там для гребли датчики. То есть датчики тоже можно все настраивать. Их можно калибровать, автокалибровать и настраивать. Понятно, что нужно это делать, находясь далеко от всяких магнитных излучений, либо помех. Вот. Если коротко, наверное, по часам все, потому что, как я уже говорил, функций здесь очень много. Вот, я постарался не затягивать обзор, поэтому не рассказал вам всех функций данных часов, потому что здесь море кастомизации. Это смарт-часы, которые могут работать отдельно от телефона, что, в общем-то, я и искал. Я не хотел себе смарт-часы, которые без телефона ничего не могут. Мне главное было навигация, точное время, большое количество таймеров, большое количество будильников, потому что мне это важно. Самая главная функция для меня — это запись треков и трекбэк, как я уже говорил. Также ведение по треку. То есть здесь полноценные 3 системы навигации: GPS, GLONASS и китайская, не помню, как называется, сейчас в углу подпишу. То есть в любой точке, в общем-то, мира эти часы смогут найти спутники. Также у них довольно-таки надолго хватает батарейку, если включить функцию ультратрек. Либо, если вам нужно уж очень долго пользоваться часами, обратите внимание на версию Solar.
потому что она работает в разы дольше, а если у вас постоянно активно солнце какое-то и очень яркое, то их вообще можно не заряжать, если отключить всякие ненужные функции. То есть с ультратреком, я думаю, эти часы вообще можно не заряжать от пауэрбанков, от розеток, хватит лишь энергии солнца. Надеюсь, кому-то был полезен, кто-то для себя откроет такие часы от компании Garmin. Мне самое главное, чтобы они могли меня записывать трек и выводить меня обратно по моему треку, также, чтобы могли вести меня к точке, которую я забил заранее. С этим они справляются полностью, держат батарейку долго, очень легкие, компактные, прочные, а что, в общем-то, еще надо от часов. Вот. На этом спасибо за просмотр. Надеюсь, теперь вопросов про то, какие часы у меня на руке, не будет. Может быть, если будет возможность, обновлюсь чуть попозже на версию 2.0, потому что мне данные часы очень понравились. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на телегу. Пока-пока.